Новинка от суббренда Realme. Да, то, что не хуже, но дешевле. Больше 100 циферблатов на выбор, есть возможность поставить свое фото на заставку, быстрое отображение уведомлений с иконками приложений. Функция Realme Link, через которую можно управлять сторонними девайсами данного бренда, не только часами. Отличная влагозащита IP68, непрерывный мониторинг пульса и яркость дисплея в 600 нит. А по заявлениям производителя протянут они 12 суток без подзарядки. Так это или нет по факту, сейчас расскажу. Tube 930, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, здесь только быстрые обзоры и 5 Mi Band 6 серии я разыгрываю ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А сегодня я расскажу вам быстренько о часах Realme Diza Watch. Diza — это суббренд от Realme, который продает все, на процентов так 30-40 дешевле. Хотя Realme вроде бы сами по себе не особо дорогие. Полетели. Коробка пришла вся помятая и очень неопрятного вида. Картон тонкий, внутри комплектующие находятся в дешевом пластике и место предусмотрено только под часы. Оформление упаковки довольно стандартное, спеки информации указаны на английском языке. В комплект входят часы, магнитная зарядка с 2 торчащими контактами, как мы любим у Китая, руководство пользователя, в котором есть русский язык, и ядерный запах клея, который присутствует, что неудивительно. Летим дальше. Ремешки на часах съемные, изготовлены из приятного силикона, напоминающего Soft Touch. На Алиэкспрессе можно будет найти много вариантов для замены. Корпус часов изготовлен полностью из пластика. Цвета в продаже на выбор 2, светло-серый и серый карбон, как у меня. Размеры ремешка 22 на 220 мм, а размер часов 258 мм на 36 на 12 мм. Вес вместе с ремешками составляет 38 граммов. На руке сидят хорошо, довольно легкие, что неудивительно для пластика. Отпечатки собирают стремительно, а вот царапин или повреждений пока лично я не заметил. На корпусе расположена многофункциональная кнопка, у которой есть люфт и щелчок, издает хороший. Дальше 2 контакта для зарядки, датчик сердечного ритма и 3-осевой акселерометр. С лицевой части находится сенсорный экран в 1,4 дюйма и разрешением 320 на 320 точек. Рамки огромные, и экран из-за рамок кажется маленьким. Края у дисплея сглажены, и это плюс. Пиксели видны, максимальная яркость составляет 600 нит. В солнечную погоду яркости лично мне не хватает. Циферблатов на выбор более сотни штук, плюс можно поставить свою фотографию, любую. Емкость аккумулятора составляет 315 мАч, производитель заявляет, что проживут они 12 суток. За сутки минимального использования у меня ушло 56%. Возможно, производитель имел в виду режим энергосбережения, что маловероятно. Лично мне попался именно такой экземпляр, и да, это хуже любого браслета. Полный цикл зарядки 2 часа 15 минут. Включаются часы довольно просто, зажатием единственной кнопки, и все. Сразу же предлагаю QR-код для удобного использования с приложением Realme Link. В меню даже и в принципе почти весь функционал схож с Realme Watch 2 Pro, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Я делал обзор и на прошку, и на двойку. На главном экране, если смахнуть сверху вниз, мы попадаем в уведомления, и они, кстати, приходят быстро, практически одновременно, как и на телефон. Иконки приложений тоже высвечиваются, но смайлики не отображаются. Если смахнуть слева направо, то тут появится панель, в шторке которой вы можете наблюдать, включен или выключен Bluetooth, заряд аккумулятора в процентах, дату и день недели. Чуть ниже расположены включатель, выключатель, ночной режим, 5-ступенчатое изменение уровня яркости, включение режима энергосбережения, включение-выключение подсветки экрана при поднятии руки, которая срабатывает с задержкой в 1 секунду, и настройки. Летим дальше. Если смахнуть снизу вверх, то мы попадаем в главное меню, в котором есть вкладки «Активность», «Пульс», и измеряется он 24 часа в сутки, что удобно. Мониторинг кислорода в крови, который нужно каждый раз запускать вручную, перманентного измерения кислорода нет. Мониторинг сна, тут ничего нового, тренировка, доступна их всего 90 штук, но на самих часах установлено 10. Если вам это будет недостаточно, то через приложение вы установите дополнительное. Ниже идут вкладки «Спортивные рекорды», «Будильник», «Погода», «Секундомер», «Таймер», «Управление музыкой», «Управление камерой». Работает все это без нареканий. Медитация, поиск телефона, функция Realme Link, в которой при подключении других устройств от производителя Realme можно управлять через непосредственно сами часы. К примеру, наушники работают хорошо. И последнее — это настройки, в которых можно выбрать циферблат, настройки дисплея, уведомления о здоровье, режим «Не беспокоить», информация об аккумуляторе, где можно опять-таки включать режим энергосбережения, информация о часах и общие настройки, где мы можем настроить вид приложений, выбрать сильную или слабую мощность вибрации. К слову, вибромоторчик тут слабоват, и вибра настолько топорная, что с утра оно вас точно не разбудит. Далее включить, выключить, перезагрузить и сбросить настройки. И последний свайп право-налево — это панель быстрого доступа к активности, мониторингу пульса, погоде и переключению треков. И тут же можно регулировать громкость. Сбросить вызов возможно
возможность есть, но не больше. Отвечать нельзя, ни сообщениями, ни так. Да, мы все вспоминаем хуавеевские браслетики. Да, как вы помните, можно отвечать заготовленными сообщениями. Huawei Bendy последним. Bluetooth старенькой версии 5.0 не слетает, подключение стабильное. GPS не завезли, и часы берут данные с сопряженного устройства, то есть, проще говоря, с вашего телефона или планшета. Многозадачность у данных часов только при включенном секундомере, но и то неплохо. На борту защита от пыли и влаги IP68, после моих тестов с водой с ними ничего не случилось. Но фейл, что как и у Realme Watch 2 Pro, в том, что с такой хорошей влагозащитой нет режимов тренировок, связанных с водой. Смысл непонятен. Для удобного полноценного использования есть приложение Realme Link, доступное на Android или на iOS-системах. Тут нам доступна информация о состоянии заряда батареи в процентах. Ниже можно выбрать циферблат или установить свою фотографию. Далее мониторинг активности за следующий день тренировок, сна, пульса и кислорода в крови. В правом верхнем углу есть троеточие, нажимая на которое мы переходим в меню, где опять-таки первая вкладка — это галерея циферблатов. Ниже из главного добавления нужных тренировок, напоминание о показателях здоровья, поиск телефона и обновление прошивки. Перевод в приложении хороший, без косяков в использовании, простой и без заморочек. К минусам в первую очередь хотелось бы отнести большие рамки и видимые пиксели. Далее не отображаются эмодзи, нет водных видов спорта, нет своего GPS. За эту сумму сборка неплохая, но материал оставляет желать лучшего. И, к сожалению, лично у меня с автономностью были дикие проблемы. Я уверен, что все это дело исправят с прошивками, но на данный момент так. Вы должны знать, что купил, то протестил. Сейчас подключить нагрудный датчик нельзя, и вот это точно вряд ли они завезут в такие часы. Цена в районе $35, иногда дешевле. Ссылка в описании к видео. На сейлах, разумеется, с промокодами могут выйти вообще в $23-26 по цене мини-браслета. Не забываем, чтобы найти промокоды, можете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там я выкидываю максимально свежие предложения, которые есть на Алиэкспрессе, и выкидываю именные промокоды помимо общих промокодов. Промики, кстати, появятся уже на днях, потому что с 23-го, правильно, у нас начинается распродажа на Али, и я думаю, она будет более чем бодрая, потому что лето кончилось, пора заготавливаться гаджетами на зиму. Резюмирую, как часы для подростка однозначно зайдет внешне. Считать полноценными смарт-часами, разумеется, их нельзя. Больше сходит на фитнес-браслет, притом такой себе. Очень удобная функция Realme Link, однозначный респект для BBK корпорации, которая придумала в таких дешевых устройствах это дело. Если урвать на Али дешевле, чем за сумму, которая сейчас, то применение для них по-любому найдется. В конце концов, подарить можно. Не забываем подписываться на канал с колоколом, ставить лайк за труды, писать, что еще мне купить для обзора. Еще одно дополнительное такое странное приветствие. Вот эти часы, по большому счету, это попытка сделать в другой форме и в другом форм-факторе фитнес-браслет. Никогда не ждите от умных часов а-ля умных за 3-4, даже, ну там, ладно, 2500 рублей, в этом случае вообще 2. Чего-то фееричного или фантасмагоричного, потому что у них стабильно будет небольшая автономность, и огромный плюс конкретно этой модели, почему вам стоит хотя бы посмотреть на них обзор, это реально нормальный качественный ремешок, нормальный пластик и нормальная сборка. Говорить, что это супер экран, ну никто вам не будет, что здесь супер возможностей, разумеется, нет. И если Realme делает дешево, то они создали еще один бренд, который делает еще дешевле, и это хорошо. Девайсу скромное «да», добра и удачи вам, дорогие друзья.